Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джавджахир Баран звонит на телефон Дилана, угрожает ему и просит покинуть Дилан. Чем больше Джавахир говорит спокойно, тем больше злится Баран. Когда Баран говорит «оставь мою жену и приходи ко мне», Джавахир говорит, что мы встретимся, не волнуйся, не привлекай полицию, иначе пострадаешь именно ты. Повесив трубку, Акиф говорит ему «расскажи мне, что случилось, это моя работа», а Баран говорит «тогда иди делай свою работу» и сердито уходит. Пока Джавахир Дилан лежит без сознания на спине, Джавахир бредит от удовольствия. Ясмин говорит, что я до сих пор не могу поверить, что кольцо у тебя. Когда ты его оттуда взял? Пока Харун пытался собрать мусор, он пролился, и он случайно увидел его и подобрал. Харун много смеется и говорит Ясмин: «Я столько дней не сворачивался калачиком, какая ты плохая». Господин Кудрет узнает о похищении Дилана в особняке и сходит с ума. Пока Азади Ханым заболевает, Баран возвращается в особняк горячий, как порох. Пока Баран входит в кабинет и переворачивает все, господин Кудрет и Ферат убегают из-за его криков и голосов. Чтобы его успокоить, он говорит: «Мы должны быть спокойны за Мирана». Баран внезапно говорит «мой сын» и бежит к Мирану. Харун и Ясамин звонят Джавдету и Цеврии, сообщают им, что они заключили мир и договариваются о встрече. Когда Беран подходит к Мирану и смотрит на него, он вспоминает моменты, проведенные с Диланом. Вспомнив те моменты, он берет Мирана на руки и обещает тебе: «Не волнуйся, я найду твою мать и приведу ее к тебе, сынок, ты не вырастешь без такой матери, как я». После этого она признается ему и не может сдержать слез. Когда Дилан медленно начинает приходить в сознание во время движения по дороге, Джавахиру становится не по себе. Дилан снова притворяется спящим. Когда он добирается туда, куда хочет, когда он пытается вытащить Дилана из машины, Дилан толкает Джавахира ногами и заставляет его упасть. Затем он убегает, чтобы спастись. Но, к сожалению, вскоре он ловит Джавахира Дилана. Пока она хочет обнять его и унести, Дилан заставляет лес стонать своими криками о помощи. Когда Акиф приходит к Барану, Баран говорит ему, что он все еще злится. Когда Акиф говорит: «Я пришел поделиться информацией, мы следили за телефонными сигналами Дилшан», говорит Баран, «Джавахир потерял ее после разговора со мной». Когда Акиф достает телефон Дилана из кармана и передает его Барану, Баран вспоминает воспоминания, которые у них были с телефоном, и его глаза наполняются слезами. Когда Акиф говорит, что они продолжают поиски, и спрашивает, есть ли от вас какие-нибудь новости, Баран смотрит и молчит. Когда Акиф говорит: «Тогда, если я получу какие-нибудь новости, я скажу тебе», и хочет уйти, Ферат говорит: «Я возьму тебя с собой». Когда они выходят вместе, Акиф Баран не может ясно мыслить и говорит, что если ты хочешь оказать ему услугу, ты должен сотрудничать со мной. В противном случае, по его словам, пострадает не только Дилан, но и все остальные. Ясмин звонит матери и сообщает ей о своем решении выйти замуж за Харуна. Его мать не может сдержать слез счастья и становится очень эмоциональной. Миран не может молчать из-за голода и постоянно плачет. Гуль доводит до кипения молоко Дилана и говорит: «Госпожа Азади рада, что сцедила молоко, мою дочь Дилан». Когда Гуль говорит: «Но это последнее молоко», госпожа Азади думает о Цеврии, и Гуль звонит им и сообщает о ситуации. Джавдет и Цеврии очень опечалены этой новостью и немедленно хотят пойти к Мирану и дать ему свое молоко. Дилан плачет: «Сынок, если бы ты только знал, как сильно я скучаю по тебе, ты, должно быть, сейчас голоден». Тогда Джавахир кричит: «Отпусти меня к сыну». Когда Джавахир приходит к нему и спрашивает, почему, Дилан отвечает: «Знаешь, Баран меня найдет». Когда Джавахир говорит: «Не волнуйся, я скоро позвоню и договорюсь о встрече», Дилан спрашивает: «Почему ты это делаешь и в чем твоя проблема?» Джавахир говорит, что это старые счета, но счета закрываются, пододвигает стул и садится. Он говорит Дилану: «Мне нравится, когда Баран так страдает». На самом деле, Баран – хороший враг. Причина, по которой мы оказались в такой ситуации, не я, а твой муж.
Если ты ищешь виновника, иди вперед и вини своего мужа. Она звонит Барану и говорит: мы так долго ждали, давай позвоним твоему мужу, у меня есть для него несколько приятных сюрпризов. Как только Баран берет трубку, он говорит: немедленно отдайте телефон Дилану. Когда Джавахир говорит: я обижен, Баран кричит: дай мне телефон немедленно. Джавахир говорит: чтобы это не было, я даю это на основе нашей старой дружбы. После того, как Баран спрашивает Дилана, как он поживает, и узнает, Дилан говорит, что с ним все в порядке, не волнуйтесь, и пытается дать некоторые подсказки о месте, куда его отвезли. Когда Джавахир прерывает их разговор и говорит: давай перейдем к делу, мы поменяем твоих сына и жену, Баран кричит: вы шутите. Не вовлекайте в это моего сына. Джавахир: я очень серьезно, если ты не приведешь сына, твоя жена умрет. Но если вы совершите обмен, ваша жена не умрет, а сын будет жить, даже если он будет далеко от вас. Дилан: Баран кричит: не делай ничего подобного, позволь ему убить меня. Джавахир говорит, что сейчас время выборов, Баран: Коробей, не говорите полиции, я пришлю вам место и время. У Барана нервный срыв, он кричит и вопит, что убьет этого человека. Возможно, он блефует, чтобы успокоить господина Кудрета и Ферата Барана. Когда он говорит: успокойтесь, давайте подумаем об этом, господин Ферат говорит, что делает это, чтобы причинить вам вред, мы вместе привлечем его к ответственности. Тем временем из советов Дилана Баран понимает, что он был в этой деревне, когда увидел указатель деревни по пути к тете Береван. Баран очень счастлив, когда понимает, что пытается сказать Дилан. Они все вместе покидают кабинет. Глядя на Дилоша, Ясмин и Харун сожалеют о том, что случилось с Диланом, и молятся, чтобы он был спасен как можно скорее. Когда Баран покидает особняк с коляской Мирана в руке, приходят Джевдет и Цеврии. Когда Дилан говорит: что ты хочешь, я здесь, просто убей меня, Джавахир показывает Дилану обожженную руку своего отца и говорит: смотри, это произошло из-за Барана. Дилан говорит, что все будут наказаны за то, что они сделали, а не из-за Барана. Джавахир говорит: я убил своего отца, теперь очередь Барана Коробея, я мог бы убить и его, если бы захотел, но есть вещи, которые он ценит больше своей жизни, например, свою семью. Гуль пытается успокоить Мирана, но ничего не помогает. Джеврии приходит к Мирану с Азади Ханем и сразу же начинает кормить его грудью. Баран составляет план и предпринимает шаги для его реализации. Затем он садится в машину один и покидает особняк. Хасан наблюдает за ними издалека и тут же звонит Джавахиру. Когда она сообщает Джавахиру, что Хасан Баран встречается с ребенком, он не думает, что я могу верить кому-либо, кроме того, что вижу. Пока Хасан говорит Джавахиру: не звони мне, я позвоню тебе в подходящее время. Мой брат следит за мной, замечает господин Кудрет и загоняет его в угол. Джавахир направляет пистолет на Дилана и делает вид, что стреляет, и в этот момент Дилан думает про себя: Баран, надеюсь, ты понимаешь, что я сказал, пожалуйста, не приводи Мирана. Господин Кудрет очень подозрительно относится к Хасану и ведет его в свой кабинет. Когда Ферат спрашивает, зачем его сюда отправлять, господин Кудрет говорит: у меня твердое ощущение, что мы не должны выпускать его из поля зрения. Когда Цеврии кормит Мирана грудью, он успокаивается и засыпает. Баран предупреждает Мирана даже не выходить из комнаты и уходит, поэтому он говорит Цеврии: не волнуйся, я останусь с ней. Пока Баран находится в дороге и говорит: я почти у цели, Дилан, я спасу тебя, не волнуйся, я почти у цели, он вспоминает моменты, когда он и Дилан сказали, что очень любят друг друга. Господин Кудрет усаживает Хасана перед собой и пристально наблюдает за ним. Когда Хасан спрашивает, чего вы хотите, он не дает ему уйти, говоря: у нас есть работа, садись. Посмотрим, что будет с Джавахиром Диланом. Выберет ли мистер Баран тебя или Мирана? Не могу дождаться, когда пройдет время. Когда Баран приезжает в деревню, о которой упоминал Дилан, он видит перед жилой машину Джавахира. Наблюдая издалека, он видит, как Джавчихир пытается поговорить по телефону. Когда Джавахир звонит Хасану и хочет узнать новости, он понимает, что телефон выключен, и злится. Оказавшись внутри, Баран тихо приближается.
Джавахир приходит к Дилану и развязывает веревки на его руках и ногах, говоря, что время пришло. Не глупи, он приставляет пистолет к твоей спине и говорит идти. Когда они вышли, Бэрон залез на дно машины. Когда Джавахир замечает это, он хватает Дилана за горло и приставляет пистолет к его голове. Бэрон говорит: оставь Дилана в покое, давай решим твою проблему как мужчина. Когда Джавахир говорит Дилану: вы видели, Дилан выбрал своего сына и отказался от вас. Дилан говорит, что поступил правильно. Бэрон напоминает Дилану о приеме побега, которому он научил его. Когда Дилан попадает Джавахиру в брюшную полость и выбивает его из равновесия, Баран нападает на него, выбивает пистолет из его руки и хорошо избивает Джавахира. Когда Бэрон собирается схватить его за горло и убить, Дилан мешает ему. Затем он отбрасывает Джавахира в сторону, и они обнимают друг друга и говорят, что очень напуганы. Когда Джавахир приходит в себя и берет пистолет, чтобы выстрелить в Барана, Баран оборачивается и стреляет ему в руку. Тем временем приходит Акив, забирает Джавахира и говорит Барану, что ты поступил неправильно, что ты сделал неправильно. Когда медики уводят его, Джавахир кричит, что игра еще не окончена. Дилан говорит: не слушайте его, пойдем домой. Бэрон говорит, что наш сын очень скучал по тебе, на самом деле все очень по тебе скучали. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.